Всем привет, это канал Готовить Просто и я, Ольга Матвей. Сегодня мы будем готовить пирожные. Не просто пирожные, песочные пирожные. И не просто песочные пирожные, а пирожные такие персики, как персики. Значит, я почему-то в моей жизни не сложилось, чтобы я их пробовала где-то покупные. Ну вот никогда я не видела даже в продаже. Ну вот как-то так не знаю. Прошли они где-то мимо меня. Но в интернете очень много прям пестрит этими фотографиями, иногда я видела. Я решила приготовить и попробовать самой, потому что смотрелось оно реально как настоящий персик. Вот так круто оно смотрелось. Естественно, я приготовила, мне очень понравилось, теперь делюсь этим рецептом с вами. Это очень вкусно, оказывается, делать их просто. Сейчас расскажу, как я делала, чего делала я, расскажу, как я их окрашивала, как можно окрашивать. Ну, в общем, приступаем. Из продуктов нам понадобится мука, просеивать я буду сразу в тесто, разрыхлитель, сметана, здесь 1,5 столовые ложки сметаны любой жирности, мягкое сливочное масло, совсем капелька лимонной кислоты, ванильный сахар можно заменить на обычную ванильку, ванилин, обычный сахар, 2 яйца комнатной температуры. Я буду использовать орешки, потому что буду делать, ну, как будто косточка. Вот здесь у меня миндальный, кишью и лесной орех. Можно даже делать с обычными грецкими орехами, но эти просто были у меня дома. Так, вареная сгущенка, посмотрите, я как красота, уже съела пару ложек, пока приступала к съемке. Так, дальше, обычный сахар, и здесь у меня сок. Значит, смотрите, свекольный сок и морковный сок. Значит, мне нравится, когда персики больше красные, чем желтые. Я выдавливала, у меня есть такая соковыжималка, и я выдавливала прессом из свеклы и из моркови сок. Но чем можно заменить такой сок, если вдруг у вас нет соковыжималки, или как его сделать без соковыжималки? Значит, если соковыжималки нет, можно просто пойти в магазин, купить морковный сок, он продается. Но свекольного сока нет, поэтому берете обычный буряк, свеклу, так, кто не понял. Натираете и то на мелкой терке, на меленькой. Потом через марлю или через вот такое вот сито, маленькое, ложечкой, через марлю удобнее сок отжимать, только перчатки оденьте, потом будете красные ручки. И вы выдавите сок, просто через соковыжималку намного быстрее и удобнее, ну, конечно же. Но я сделала вот так, такой он прям красивый-красивый, прям оранжевый получился, ну, в общем, супер. Во-первых, можно даже попить, если останется. Бурячный я, конечно, так не пью, но думаю, что это вкусно. Хорошо, теперь приступаем к готовке. Я буду делать обычным венчиком, вы можете делать в комбайнах, кухонных машинах, миксером, как кому удобно. Делаю в последнее время много венчиком, потому что многие из вас пишут: Оля, а можно венчиком, а можно тем? Все, в принципе, что мы делаем миксером, можно, по сути, делать и венчик, просто дольше. Итак, взбиваем яйца. Хочу сказать такой момент. Значит, как правильно взбивать венчиком яйца, чтобы они у вас были пышные, и даже без миксера у вас получался и бисквит, и все на свете. Ну, во-первых, нельзя просто вот так поставить мисочку и вот так вот мешать. От этого яйца не взобьются, они просто перемешаются. Значит, как делаю я? Я наклоняю мисочку, тогда яйца, видите, так стекают в один бок. А лучше, чтобы внизу, например, постелить полотенечко. Так, сейчас возьму полотенечко. Любое, лучше такое немножко махровое, чтобы оно не скользило. Так, кладем полотенце. Вот так вот ставим тарелочку, так делала бабушка. Удобнее, если у вас большая тарелка, много яиц, ставить на колени. Ну, так бабушка делала. Так, хорошо, берем любой венчик. У меня, видите, какой симпатичный. Увидела, купила, мне понравился. И взбиваем яйца снизу вверх. Вот так, снизу вверх. Тогда они взбиваются, смотрите. Любым венчиком. Вот так это происходит. И тут теперь скорость играет роль. Смотрите, вот как я делаю быстренько. Значит, держу я вот так, чтобы не уставала кисть. Когда у меня не было миксера, я поначалу, когда только вышла замуж, миксера дома у меня не было. И я делала венчиком по старинке, как бабушка. Так вот, рука отнималась. Просто когда я делала большие бисквиты, я делала торт «Птичье молоко»,
У меня просто отнималась рука, пока я взобью там белок или желтки, но очень тяжело. И сейчас все делаю миксером и венчиком делаю редко. Ой, как я накапала. Болтаю, болтаю. Так, смотрите, какая пышная масса у меня получилась. Вот так вы никогда так не взобьете. Ладно, в общем, сильно долго болтаю. Что делаем дальше? Сахар. И часть сахара, где-то приблизительно половину. И теперь взбиваем тоже вот так, все вместе с сахаром. Так, посмотрите, какая однородная масса получается. Вот посмотрите. Пахнет, как бабушка моя говорила, гоголь-моголь делаем. Если вам так в детстве говорили, то вот мне нравилось. Так, хорошо. Последний сахар. Конечно, взбивать вот так тяжело, потому что все-таки, ну, практически стакан сахара здесь в 2 яйцах. И это чувствуется, когда ты вот так вот зачерпаешь венчиком. Прям так плотненько. Тяжеловато, но ничего, взбиваем. Весь сахар вы не растворите, ну вот сколько можете, столько взбиваете. Так, я взбила яйца. Посмотрите, какая ванильная масса получилась, очень красиво. Теперь сюда немного лимонной кислоты. Если у вас дома ее не нашлось, можете не добавлять, не страшно. Сюда же мягкое сливочное масло, оно очень мягкое. Оно лежало у меня не 1 час на столе, так получилось. Оно прямо, ну, мягкое-мягкое. Теперь аккуратно вводим масло. Сметана любой жирности. Так, что-то слишком большое лопаточка. Так, вот так. У меня 20%, я всегда беру. Ну, думаю, что вы знаете, что я беру 20%. Перемешали. И теперь берем сито для муки. Отправляю муку вот сюда в сито. Ой-ой-ой-ой-ой. И сюда же просеиваю разрыхлитель. Теперь берем ложку или вот лопаточку и перемешиваем. Когда все немного смешалось, отправляем всю массу на стол. Теперь всю эту крошку нужно соединить. Она очень вкусная, можете попробовать. Она прям вкусная. И вот эта вот лимонная кислота, она делает определенный шарм. Вместо нее вы, конечно, можете в сметану выдавить просто лимонный сок. Вот что-то я, наверное, не догадалась как-то, да, Димочка? Уже сколько делаю, и первый раз подумала, что лимонный сок можно выдавить в сметану только. А я подумал. Но промолчал. Так, хорошо. Смотрите, сразу комочек теста. Фактически мы его собираем. Вымешивать долго не надо, просто собрать, чтобы это все держало форму. Так, посмотрите, все крошки я вот так собрала, и оно фактически превратилось в кусок теста. Так, ну вот, собственно, и все. Теперь берем пакет, пищевую пленку, все это дело заворачиваем. Советую вам обязательно попробовать, потому что, ну, во-первых, вы будете знать, какое оно по вкусу. Я так всегда пробовала у бабушки паски, когда она делала, ну или куличи, как вы называете, не знаю. Тогда ты четко знаешь, какое тесто должно быть, но оно очень вкусное. Так, все это дело заворачиваем и будем убирать в холодильник на полчаса-час. Но обычно на час вот так вот я убираю песочное тесто. И чтобы, знаете, тогда с ним легче работать. Оно такое однородное получается. Так, все. Но всем советую делать именно с лимонной кислотой, потому что вот эта вот кислинка в тесте, она остается очень вкусной. И тогда вот эти вот персики, это я уже так придумала, потому что, конечно же, рецепт я где-то взяла, а уже его чуть доделала, так сказать, доработала под себя. Все, отправляем в холодильник. У меня прошло час, где-то приблизительно, я вынимаю из холодильника. Так, и теперь весь этот кусочек мне надо разделить на 2. Ну вот так удобнее, потому что я потом буду делать колбаску. Так удобнее. Теперь из одного кусочка нужно скатать вот такую колбаску и разрезать ее. Значит, смотрите, из общего количества теста все будет зависеть, конечно, какими вы будете их делать, потому что, ну, у всех разная ручка, вот я вот так вот делаю, сейчас покажу, каким образом. Поэтому получается их приблизительно от 15 до 20 штук. Так, значит, теперь я разделю приблизительно каждую колбаску на 10-8 частей, как получится у меня. Так, разделю на 10. Сначала делю напополам, так удобнее будет. А теперь каждую часть на 5 частей. Значит, вот так вот сначала приблизительно. 1, 2, 3, 4, 5.
делаю чуть-чуть больше надрез, сейчас расскажу почему. Теперь делаю двумя способами. Первый способ. Вот эту одну часть отрезают и делают из нее шарик. Ну вот каждую часть. Сейчас покажу два варианта, какие можно сделать. Вот так вот я слеплю, она уже час полежала в холодильнике, она очень эластичная. Теперь катаем шар. Мне кажется, вот такой способ, именно сейчас, который я буду показывать, они тогда получаются более идеальные. Ну такие, знаете, вот очень один в один. Так, а ну-ка посмотрите. Так катаем шарик, чтобы вот он был, знаете, такой однородный. Теперь я беру вот этот нож для пиццы, у меня есть, и начинаю отрезать. Значит, чтобы его в лепешку не превратить, вот так вот делаю надрезы. Значит, я сейчас вот так вот прорежу, он слепится с двух сторон и ровно не разрежется. Значит, смотрите, немного вот так вот придавливаю, и оно разрезается. Хотите, делаете ножом, чем хотите. Так, смотрите, ну почти. Две половинки. Теперь каждая половинка я кладу вот так на руку. И вот так вот делаю, как бы, знаете, такое более однородную вот такую вот форму, чтобы было как полусфера. Одна и вторая. Таким образом, когда они спекутся, их потом ровно соединяешь. Теперь второй вариант, как тоже делают. Отрезают не целую, а вот эту вот часть делят напополам. Отрезают половинку и половинку. И каждую из них катают в шарик. Шарик, который вот получился, немного вот так вот по бокам начинают приплюснывать, чтобы, смотрите, вот здесь более ровная получилась. Но тем не менее сохранилась вот эта вот полусферическая такая форма. Так, вот так, смотрите. Так тоже можно делать. И когда вот они потом спекутся, вот так вот слепливать. Видите? Вот, собственно, вот в этом разница. Видите? Поэтому вы сделаете и так, и посмотрите, какие вам по форме понравятся больше. Выкладываем на противень, устеленной пергаментной бумагой, делая между ними расстояние. Потому что они будут подниматься, раздаваться в стороны, чтобы было расстояние. Так, я подготовила целый противень печенья. Здесь я все сделала со срезом. И только 4 штучки вот такие я катала кружочками, чтобы когда я слеплю, вы посмотрели, в чем разница. Они немножко отличаются в итоге по виду. Так, теперь ставим в духовку. Духовку нужно разогреть на 170 градусов. Если у вас сильно жарит, на 160. Пекутся они во всех духовках по-разному. Многие мои знакомые уже делали вот этот рецепт. И, значит, как могут печься? От 15 до 25 минут. Потому что духовки разные, кто-то в газовой печет, вы понимаете? Самое главное, они должны остаться светлыми, они не должны поджариться. Вы можете, если сомневаетесь, прям взять и разломать, посмотреть, готовое тесто или нет. Но по виду видно. Но может быть такое, что у кого-то за 15 минут приготовится, а кто-то будет 25 минут ждать. Я выняла из духовки, они еще горячие, им нужно постоять несколько минут, чтобы их можно было реально держать в руках, что сейчас очень горячо. Но до конца они остынуть не должны, потому что мы немножечко будем вынимать серединку. Берем половинку, переворачиваем вот так в ладошку, и я держу ладошкой вот так, чтобы, когда я буду вырезать, оно не раскрошилось. Я беру вот такой нож, но можно взять любой маленький нож или маленькую ложку, но вот этим удобней. И вынимаю серединку, аккуратненько, вот так, медленно, придерживая со всех сторон и сильно не давите, что вы не должны насквозь его продырявить. Я вычищаю вот так. Всю полученную крошку отправляем в блендер. Надо ее перебить до мелкой крошки. Так, посмотрите, как меленько получилось. Ну, конечно, только блендером так мелко можно сделать. Ну, хотите, дробите руками. Все это отправляем в сгущенку. Сгущенку я покупаю уже вареную. Все время боюсь, что при варке она у меня взорвется. Она когда-то у меня взорвалась при варке, и я теперь все время боюсь, покупаю вареную уже. И перемешиваем. Так, посмотрите. Вот такая масса у нас получилась.
Я полностью все повыбирала и покомповала их по размеру. Вот смотрите, чуть больше, чуть меньше, здесь совсем маленькие, чтобы в итоге они были, ну, приблизительно одинаковые. Теперь берем половинку, сюда закладываем сгущенку. Вот так. Теперь берем орешек. Ну, у меня здесь, видите, разные орешки. Можно взять любой. Ну, например, беру лесной орешек. Так вот в серединку продавливаю. И вот во вторую половинку я уже накладываю меньше сгущенки, чтобы только промазать внутри, потому что будет очень много сгущенки, придется убирать. Теперь эти половинки я состыковываю, чуть-чуть придавливаю, видите, начинает сгущеночка по краям выходить. Я беру ложку или ножом, но ложкой мне удобнее. Вот так вот убирать. Так, ну вот, собственно, и все. Теперь, таким образом, я делаю все печеньки и складываю их в отдельную емкость. Все заготовки убираем в холодильник, чтобы они схватились минут на 15-20. Выняли из холодильника заготовки. Значит, смотрите, если у вас, ну, у всех сгущенка разная, главное, чтобы вот этой вот крошки песочной в сгущенке было достаточно, чтобы она за 20 минут застыла между слоями, и вот эта вот печенька не разъезжалась в стороны. Если они у вас плывут вот так одна от другой, это значит, что слишком жидкая сгущенка. Просто подробите тогда сам вот этот вот спеченные вот эти печеньки в сгущенку, она будет плотнее и будет держать весь ваш, так сказать, персик. Теперь будем делать цвет, так сказать, красивые бочки всем нашим фруктикам. Я беру вот такую ложку в дырочку, кладу на нее вот так вот орешек и опускаю, оп, в бурячный сок. Посмотрите, какой цвет. Теперь опускаю, так сказать, вот сюда. И нужно положить на какую-то салфетку, чтобы буквально капелька стекла, чтобы не сразу ложить в сахар. Иначе, если сразу положить в сахар, сверху покомкуется сок. Так, вот смотрите, видите, стекло. Теперь опускаем в сахар. Сейчас я возьму чайную ложку, забыла. И начинаем вот так посыпать сахаром. Так. Делать такие красивые бочки. Так, ну что? Берем аккуратненько. Смотрите, как красиво смотрится. И перекладываем. Хочу, чтобы вы увидели с разных сторон, как смотрится. Димочка, вот покажи. Видите, вот так вот очень красиво, как настоящие персики. Теперь оно должно полежать, и я сделаю пока все остальные. Я сделала все, уже все готово. Посмотрите, какая красота. Вообще настоящие персики. Теперь я переложу все персики на большое блюдо и уберу в холодильник. Для чего? Ну, во-первых, так как здесь, собственно, бурячный сок, ой, не так буду переносить, вот так перенесу по одному, он пропитывает тесто. Вы не думайте, что когда вы будете потом его кушать, будет такой реальный привкус там буряка или там свеклы, да, как вам понятней. Не будет такого. Он в одно время и сухой, и сочный одновременно. Вот очень-очень вкусно получается. Во-первых, сгущенка схватится больше. Смотрите, какие они красивенные. И если где-то они у вас полопались, сахар все, так сказать, исправил. Так, я когда их первый раз увидела в интернете фотографию, я так посмотрела, я не поверила, что это пирожное. Думаю, ну что-то прямо из области фантастики. Как же мне такое приготовить? А смотрите, как круто смотрится. Главное просто попробовать. Не тяжело делать, не сложно. Значит, у меня получилось 17 или 18 штучек. Димочка тут уже 2, наверное, съел. Плюс какие-то лопнули, когда я вычищала серединку. Ну, несколько так развалилось, я их покрошила. Хорошо, все, теперь эту всю красоту убираю в холодильник.
Можно, конечно, оставить на полчаса, на 40 минут, чтобы сгущенка схватилась, но уже даже сейчас их можно есть. Но если они постоят полчаса, просто больше пропитаются. Ну что, я буду пробовать сейчас. У меня прошло полчаса из холодильника, я выняла. Ну, в принципе, я уже знаю, какие они на вкус. Они вкусные, сладкие, и этот сахар сверху. Обычно расходятся они всегда очень быстро, потому что красивые, и все их сметают. Хорошо, пробуем. Они очень красивые внутри. Сейчас я покажу. Смотрите, я тут доживала. Значит, очень вкусное песочное тесто. Вот особенно бурячный свекольный сок пропитывает. Вот посмотрите, какая красота. Ой, в жизни не подумаешь, что это не краситель. И не чувствуется, что это вот свекольный сок, что это прям сок. Я даже не знаю, вот сахар как-то, наверное, сверху вот закрепляется, и настолько вкусно. Внутри много сгущенки, и оно как-то и мягкое, и сухое. Я вот не знаю, на что вот даже похоже. Может, знаете, на что похоже? Я вам сейчас скажу. У меня мама делает ореховый торт. Мы вместе снимали с ней это видео, и оно должно выйти, наверное, через несколько недель выйдет на нашем канале, вы посмотрите. Вот что-то есть такое сродни. Очень вкусно. Песочное вот это тесто, оно такое мягкое, ну супер. Понятно, что много такого не съешь, потому что, ну, все-таки песочное тесто, тут и масло, и сгущенка, но очень вкусно. Приготовьте. Во-первых, это необычно, выглядит круто, потрясно. Это можно приготовить за день, оставить в холодильнике. И даже холодное, оно вкусное, такое рассыпчатое, нежное, ну, в общем, ням-ням-ням. Спасибо, что сегодня были со мной. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комменты. Может, кто-то готовит это дома. Напишите, как вы готовите. Может быть, чего-то не делаю я, а нужно делать. Ну, не знаю. Потому что не пробовала никогда их покупными. Муж сказал, что они вкуснее, чем покупные. Я своему Димочке верю. Он мне обычно не льстит. Вот, ну хорошо. Всем спасибо за внимание, что сегодня были со мной. Подписывайтесь на канал. Пока.